Образец настоящей, а не дутой креативности в очередной раз показала одна из отечественных госкорпораций – Росатом. Ее пиарщики использовали закупорку Суэцкого канала застрявшим контейнеровозом для рекламы Северного морского пути, плюс заодно для троллинга в адрес западных партнеров. Ситуация в Суэцком канале отчетливо показала, по какой причине Россия активно укрепляет свои позиции в Арктике. Огромный контейнеровоз, закупоривший главную морскую транспортную артерию планеты, нанес гигантские убытки – 10 миллиардов долларов в день. И это не считая всяких косвенных последствий, вроде локального дефицита нефти, спровоцированного задержкой ее доставки. Танкеры с нефтью более чем на 400 миллионов долларов оказались заблокированными из засевшего несколько дней назад на мель в Суэцком канале судна Ever Given. Об этом 26 марта сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. И вот на фоне такой ситуации отечественный Росатом очень творчески начал рекламировать наш Северный морской путь. Причем в расчете именно на иностранную аудиторию. Тема. Причина рассматривать Северный морской путь как жизнеспособную альтернативу пути через Суэцкий канал. Первое. Намного больше места, чтобы рисовать необычные картинки с помощью гигантских кораблей. Второе. Если вы сковываетесь льдом, у нас есть ледоколы, чтобы разбить лед. Третье. Вы можете застрять в Суэцком канале на несколько дней. Это не только реклама, но и троллинг в адрес англосаксонских русофобов, которые считают, будто контролируют ключевые транспортные артерии планеты. Раньше контролировали, да. Но по мере того, как меняется климат и увеличивается российский ледокольный флот, западный контроль над торговлей между Юго-Восточной Азией и Евросоюзом обречен слабеть. И такие происшествия, как закупорка Суэцкого канала, лишь подталкивают поставщиков товаров из Китая в ЕС задуматься, а стоит ли рисковать застрять в пробке и понести убытки, или лучше доверить проводку контейнеровозов российским ледоколам. Кстати, закупорка канала лишний раз напоминает европейцам о том, как для них важен Северный поток-2. Ведь в канале застряли танкеры не только с нефтью, но и с катарским сжиженным природным газом. А трубопроводные поставки из России от такого риска застрахованы. Нефть уже отыграла эту историю. Могут подняться ненадолго спотовые цены на газ. В первую очередь на сжиженный природный газ. Но интересно здесь совсем другое, говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Произошедшая авария наглядно показала преимущество России как поставщика газа в Европу и что не стоит списывать на свалку газопроводы, сказал эксперт. Основной объем СПГ Европа получает из Катара, и газовозы идут именно через Суэцкий канал. Учитывая почти пустые газовые хранилища из-за сильных холодов этой зимой, блокировка этого маршрута оставляет Европе три варианта: закупать больше российского трубопроводного газа или российского же СПГ, или покупать СПГ из США. При этом, если бы сейчас работал Северный поток-2, как ранее и планировалось, никаких проблем с поставками газа у Европы не было бы. Вот так. Заклятые партнеры России привыкли думать, что у них все под контролем. Но такие происшествия показывают, насколько хрупка на самом деле западная цивилизация, зависимая от кучи разнообразных факторов, которые на нас, например, влияют гораздо меньше. Собственно, я уже поднимал эту тему, когда в феврале выпустил материал о морозах в Техасе. Теперь же, глядя на суету вокруг перекрывшего Суэц контейнеровоза, мне остается лишь присоединиться к вопросу, поставленному ехидным отечественным публицистом Виктором Мараховским. Я, уважаемые друзья, не понимаю этой бюрократии с контейнеровозом в Суэцком канале. Я с разбегу могу назвать несколько способов быстро убрать контейнеровоз. Первый. Устроить флешмоб в сетях, покрасить аватарки, расшарить хэштег «Я мой контейнеровоз», объявить сидячую школьную забастовку. Второй. Пригласить мстителей. Хотя, думаю, Халк с Виженом справятся и вдвоем. Третий. Попросить визионера современности, ранее прокопавшего сверхскоростные туннели, спасшего детей из пещеры и решившего проблемы с электроэнергией в Австралии. Наверняка у него есть что-нибудь в запасе. Не может же быть, чтобы передовая цивилизация, возглавляемая архитекторами Вселенной, на поверку оказалась неспособна легко и просто выровнять какую-то баржу, развернутую ветром. И не может быть, чтобы какой-то несчастный ветер мог взять и закупорить 12% мировой торговли. Или может, и цивилизация слишком много о себе воображает. Вопрос риторический, но спасение, как и в случае с вакциной от коронавируса, придет из России. Наши ледоколы проведут все суда куда надо, не сомневайтесь. И банальный ветер, пусть даже арктический, русской технике не помеха. А кто не захочет, ну что ж, пусть дополнительно тратят бешеные деньги на страховку своих грузов от застревания в Суэцком канале.